Всем привет! Вы на канале о вязании Momo Snail. Тут мы вместе учимся вязать спицами и крючком. И просто вдохновляемся. Не забудьте подписаться и вот прям сразу поставить лайк. Все самое интересное впереди. В этом ролике мы разберем трикотажный невидимый шов петля в петлю, который будем закрывать с помощью трикотажной иглы. Этот шов я часто использую для закрытия носка, когда вяжу его сверху вниз, до мыска, а затем я закрываю петли трикотажным швом уже вот тут. Переход получается абсолютно незаметный и красивый. Также этим швом я люблю закрывать плечевые изделия в районе плеча, чтобы тоже не было здесь видно какого-либо шва. Таким образом я соединяю спинку и полочку. Итак, нам понадобится в первую очередь, конечно, это наше вязание, те две части, которые нам необходимо соединить. Если части разные, то очень важное правило, чтобы на одной детали и на другой было одинаковое количество петель. Если же нам нужно завершить круговое вязание методом Magic Loop, то, соответственно, деталь у нас будет одна. Я специально связала разным цветом два образца, чтобы вам было просто удобнее понимать, какая петля куда идет. И я связала эти два образца на разных спицах, но так как у меня, к сожалению, спицы только на леске, поэтому вторую деталь я также перекинула на эти же спицы. Также нам понадобится трикотажная игла и ножницы, чтобы обрезать кончики. Итак, мы наши детали складываем изнаночной стороной к друг дружке. Обе эти детали я закончила вязание на лицевой стороне. То есть я эту деталь закончила на лицевой стороне, и вот у меня рабочая нить с этой стороны. И эту деталь я тоже закончила на лицевой стороне. И когда мы их вместе соединяем, наши рабочие нити получаются с двух разных концов. Эти спицы я называю следующим образом, для вашего понимания. Та спица, на которой висит деталь оранжевого цвета, это передняя спица, потому что она находится впереди. Спица с голубой деталью, она находится сзади, соответственно, это задняя спица. На одной и другой детали у меня ровное количество петель. У меня по 22 петли. И сейчас мы с вами вместе провяжем этот шов от начала и до конца. Итак, берем нашу иглу. И первым делом мы вводим иглу в первую петлю передней спицы, вовнутрь. Подтянули немножко, сильно не затягиваем. Следующая петля у нас будет с задней стенки. Заводим нашу иглу за заднюю стенку петли, которая находится на задней спице. Вот таким образом. Подтянули. И теперь заводим, снова у нас передняя спица, и за заднюю стенку вот этой петли передней и снимаем ее со спицы. И провязываем. Это было наше начало. Далее мы иглу вводим вовнутрь петли, которая находится на передней спице. Теперь с задней спицы мы также вводим вовнутрь, но петлю мы снимаем. Теперь мы еще остаемся снова на задней спице и иглу вводим за заднюю стенку петли, но петлю мы не снимаем. Теперь за заднюю стенку передней спицы и снимаем. Теперь вовнутрь передней спицы. Вовнутрь задней спицы.
но снимаем. За стеночку задней спицы не снимаем. Снова передняя у нас спица, за стеночку снимаем. Все еще на передней спице, вовнутрь не снимаем. Переходим на заднюю спицу, вовнутрь снимаем. За заднюю стеночку не снимаем. Теперь переходим на переднюю спицу, за стенку снимаем. Вовнутрь не снимаем. Переходим к задней спице, вовнутрь снимаем. За заднюю стеночку не снимаем. Переходим на переднюю спицу, за стенку снимаем. Вовнутрь не снимаем. Переходим на заднюю спицу, вовнутрь снимаем. За заднюю стеночку не снимаем. Переходим на переднюю спицу, за стенку снимаем. Вовнутрь не снимаем. За заднюю. Теперь переходим снова к задней спице. Вовнутрь снимаем. За заднюю стеночку заводим, не снимая. За заднюю стенку теперь заводим с передней спицы. Сняли. Вовнутрь просто вдели. Видите принцип, что мы, когда заканчиваем на передней, например, спице, мы вводим, сюда не снимая, то переходя уже к спице задней, мы тоже вводим вовнутрь, но уже снимаем. За стеночку не снимаем. Теперь на передней спице за стенку сняли. Теперь продели вовнутрь, не снимая. Переходим на заднюю спицу, вовнутрь сняли. За заднюю стеночку не снимаем. Перешли на переднюю спицу, за стенку сняли. Вовнутрь вдели, не снимая.
Переходим к задней спице, вовнутрь сняли, за заднюю стенку продели. За заднюю стенку сняли уже с передней спицы, вовнутрь продели. Перешли на заднюю спицу, вовнутрь сняли, за заднюю стенку продели. Перешли на переднюю спицу, за заднюю стенку сняли, вовнутрь продели. Перешли на заднюю спицу, вовнутрь сняли, за заднюю стенку продели. Перешли к передней спице, за заднюю стенку снимаем, вовнутрь продеваем. На задней спице вовнутрь снимаем, за заднюю стенку продеваем. На передней спице за заднюю стенку снимаем, вовнутрь продеваем. На задней спице вовнутрь снимаем, за заднюю стенку продеваем. На передней спице за заднюю стенку снимаем, вовнутрь продеваем.
И вот мы уже близки к финишу. На задней спице вовнутрь снимаем. За заднюю стенку продеваем. Теперь на передней спице за заднюю стенку мы снимаем. Вовнутрь последней петли продеваем. Подтянули нашу кромочную петлю. Теперь вовнутрь задней спицы снимаем. За заднюю стенку продеваем. И теперь все так же просто. За заднюю стенку передней спицы мы снимаем петлю и обратно вовнутрь. Здесь не сняли, вот таким образом. И вот сюда вовнутрь, уже вовнутрь петли задней спицы мы вставляем иглу. Подтянули, спицы убрали. Подтягиваем наши кончики. Итак, вот такой шов у нас получился. Он будет более аккуратный, если в процессе сшивания мы будем следить за натяжением нити. Также с помощью иголочки мы можем поправить наши петельки. А вот эти ниточки, которые у нас идут из кромочных, мы их просто завязываем в узелок. И прячем кончики в кромочных. На этом все. Если мастер-класс был полезным для вас, то с вас лайк и подписка. А с меня больше интересных и полезных уроков. С вами была Александра. Пока-пока!